видео про анонимность, про целевые атаки с целью деанонимизации на конкретного какого-то одного юзера. Да. Мы поговорим, почему, несмотря на любую какую-то сверханонимность, Phoenix, какую-то виртуализацию, даже в случаях параноидальных таких схем все равно происходит деанонимизация, как эту деанонимизацию делают сотрудники и как защититься от этого всего. Видео будет интересно, да, как ни странно, и самим сотрудникам, и, конечно же, юзерам, поэтому присаживайтесь удобнее, мы начинаем. Объясню сразу же, да, почему не спасет ни Phoenix, ни какие-то супер анонимные схемы, да, когда там тысячи роутеров, да, через которые тысячи прокси-адресов, супер анонимные почты, супер анонимные учетные записи, использование исключительно Monero. Почему же все равно, да, удается сделать деанон? Объясню на примере. Да, сегодня вы супер сверханонимный, но вы таким не были 3 года назад, да, то есть когда только вы начинали свой путь, именно в тот момент вы не были очень анонимными, это может быть даже 10 лет назад. И задача того, кто вас деанонимизирует, это не деанонимизировать вас конкретно сейчас, потому что вас конкретно сейчас деанонимизировать может оказаться очень сложно. Да? Вы используете Tor, Phoenix, Monero и так далее. У вас все анонимно, все хорошо, но задача того, кто вас деанонимизирует, дойти по цепочке вашим никнеймам, вашим почтам, паролям, каким-то контактам, каким-то криптокошелькам до вашей самой первой учетной записи. И она может оказаться настолько неанонимной, что просто загуглив почту или загуглив ник, они найдут ваш скайп, который указан ВКонтакте, да, на вашей страничке, или какими-то более даже простыми способами смогут вас деанонимизировать, найдя ваши старые учетные записи. Как раз сегодня у нас об этом и видео, о том, какими способами находят учетные записи, какие идентификаторы, как это все делается. Да, и начнем, конечно же, с самого очевидного, это никнеймы. То есть вы можете использовать один никнейм на каком-то одном форуме, какой-то учетной записи, там ВКонтакте, может, либо хакерский форум. У вас там все отлично на этом форуме, но вы могли совершенно забыть, что вы аналогичный никнейм использовали на каком-то другом форуме год назад. И на этом форуме год назад с этим никнеймом вы могли оставить ваш настоящий IP-адрес в логах, да, либо в какой-то личной переписке могла находиться критическая для вас информация для вашего обсека. Обсек — это, в принципе, анонимность. Второе, очевидно, это почта. Да, вы использовали одну и ту же почту в нескольких местах, и произошла какая-то утечка либо с самого почты, да, либо сам почтовый сервер отдал информацию по информации с почты, либо произошли утечки, в которых засветилась эта почта, и, соответственно, тот, кто вас деанонимизирует, он видит связь вашей какой-то анонимной учетной записи с другими учетными записями, в которых могут быть другие пароли, другие какие-то контакты, другие IP-адреса и дополнительные какие-то идентификаторы. А также стоит помнить, что почта содержит в себе не только саму почту, да, а еще содержит в себе логин, то есть так называемый никнейм, да, поэтому этот никнейм тоже является идентификатором. И если вы использовали, например, одну почту, там, например, на Rambler.ru, а вторую на Mail.ru, то для того, кто вас деанонимизирует, это дополнительный идентификатор, дополнительный какой-то ключевой момент, поэтому тоже это будет использоваться против вас. Третий момент, он уже не такой очевидный, это пароли. И многие постоянно помнят, да, в случае каких-то построений анонимных цепочек, они постоянно помнят про необходимость соблюдения анонимности в IP-адресах, да, чтобы не было утечки, про почты, да, чтобы они были уникальные, но при этом указывают один и тот же пароль везде, либо похожий пароль, то вот в случае утечек именно паролей это очень большой урон наносит по обсеку, да, потому что есть списки из 12 миллиардов почт, да, есть так называемые антипаблик базы. В этих антипаблик базах можно ввести в поиск пароль, который вы используете, и в этих базах найдутся ваши другие почты, которые вы могли использовать уже, да, ВКонтакте, Одноклассниках, там Mambaru, Lowell Planet, там и множество других
сервисах, это наносит сумасшедший урон по вашей анонимности, потому что происходят связи, строятся связи с какими-то другими вашими никнеймами и так далее. Также, друзья, рекомендую посмотреть два мои другие видео про анонимность в сети и про массовые дианоны. Четвертый момент тоже может оказаться для многих немного неочевидным. Это пересечение контактов, включая лиц, с которыми человек общается. То есть, допустим, вы создаете новую суперанонимную учетную запись, вы помните про необходимость смены новых паролей, новой почты, все абсолютно новое устройство, исключительная анонимность, но вы берете и начинаете общаться по старым контактам, да, с людьми, с которыми вы общались с предыдущей учетной записи, с новой, да, они, конечно же, вас могут понять, да, что это то же самое, что вы тот же самый человек, то есть как минимум на этих моментах происходит построение связей, плюс, конечно же, личные переписки на форумах тоже сливаются, и в этих личных переписках вы можете указать какие-то свои старые контакты, вы можете поделиться какой-то откровенной информацией про вас, и это наносит тоже достаточно серьезный урон обсегу вашей анонимности. И, конечно же, да, не нужно использовать старые контакты, старые джабер, токсы, какие-то старые телеграммы, даже если они не по вашему мнению кажутся анонимными, необходимо создавать новые, абсолютно все новое. Четвертый или пятый уже момент, да, это огромный урон анонимности, обсеку может нанести криптокошельки, да, то есть вы можете использовать какие-то старые биткоин кошельки, старые USDT кошельки, и вы можете думать, что у вас так все хорошо с этими кошельками, да, но эти кошельки хранят всю информацию в блокчейне, да, и один раз засветив этот кошелек, вы засвечиваете абсолютно тысячи ваших транзакций, которые были до этого, и если удается в случае проведения деанонимизации добраться до какого-то старого кошелька, это практически 100% дианон, потому что какая-то биржа, 100% биржа-обменник, либо какой-то биткоин-миксер 100% будет иметь информацию о этом кошельке и о выводах с этого кошелька, что, соответственно, наносит критический, да, урон по анонимности, потому что в блокчейне находится вывод какой-то, да, с этого кошелька на какую-то карту, и либо пополнение с какой-то биржи, либо вывод на какую-то биржу, соответственно, это успешный дианон. Шестой момент – это уникальные, свойственные только вам какие-то фразы, какие-то сокращения, какие-то особенности переписки, которые вы используете. Вам может казаться, что все люди используют эти фразы, но на самом деле есть уникальные какие-то сокращения, да, какие-то слова, которые используете только вы. И если вы можете даже сами взять, посмотреть свою переписку, скопировать это слово и вбить переписки на форуме, и окажется, что примерно 5-10 человек используют только такие слова. И из этих 5-10 страничек, которые вы найдете свои старые аккаунты. Это очень может вас удивить, но те, кто будут в отношении вас целевые дианоны делать, поверьте, они будут это использовать. То есть это очень опасно, да, это очень сложно контролировать, да, эти моменты. Но это нужно делать, потому что те, кто будут деанонимизировать, они будут это делать. Уникальная сфера деятельности. Это может очень сильно сузить круг лиц. К примеру, вот на моей практике в Попасной произошла кража с лифта, какого-то движка. Как думаете, как много лиц совершает подобные кражи? На самом деле не так много. И если посмотреть в области, то оказывается, что в области происходят аналогичные кражи. И, конечно же, те лица, которые в условном соседнем городе, на районе совершают эти кражи с движков, с лифта, то они же и совершили эту кражу на территории города Попасна. И, соответственно,
нужно расследовать именно эти кражи, беря самые-самые первые преступления, которые совершила эта группа лиц, потому что, совершая самые первые преступления, они еще не такие опытные были, да, эти преступники, и, соответственно, раскрыть первое преступление гораздо легче, чем раскрыть последнее. А также хочу еще один пример провести уже из сферы киберпреступлений. Это Lockbit. ФБР выпустила Deanon Lockbit саппорта. Я же считаю, это все-таки был не Lockbit саппорт, а кодер Lockbit, да. И они сделали связь Lockbit с Путин Крабом, да, это другой хакер, ну, то есть другая учетная запись. И логика поиска такова, что не так много лиц, да, преступников, которые разбираются в какой-то узкой, очень узкой сфере, при этом они имеют определенные интересы. И вот как раз по вот таким очень узким интересам был, на мнение ФБР, возможно, оно ошибочное, сделан его Deanon. То есть вот таким вот образом связали учетную запись хакеров в 2022-2021 году с хакером в 2016 году, да, по узкой сфере деятельности. То есть не может из ниоткуда появиться хакер, да, который все умеет, все знает, все делает, с идеями, с командой, при этом, ну, из ниоткуда. Понятное дело, у него были какие-то учетные записи до того момента, как он им стал. Также, друзья, стоит помнить про существующие какие-то сервисы, которыми вы можете пользоваться. То есть, например, вы можете пользоваться средствами проверки AML, да, то есть на то, насколько у вас чистая криптовалюта. И если вы со своего IP-адреса, своего рабочего компьютера не анонимного заходите и проверяете свои анонимные кошельки, то, поверьте, будет построена связь вашего неанонимного компьютера, да, с вашим анонимным кошельком. Если вы используете каких-то ботов пробива, например, Глаз Бога, да, и другие, то каждое, то есть как люди делают, да, они берут и вписывают в первую очередь, конечно же, себя родимого, да, в этом боте, то есть они авторизируют, пусть даже анонимный Telegram, подключают туда бота, авторизируют и проверяют в первую очередь себя, жену, детей, друзей, и только потом они уже начинают пробивать кого-то с третьего. То есть это многие ошибки, которые люди совершают, вот такие вот неочевидные, но не стоит, не то чтобы не стоит, стоит помнить об этом, о том, что существуют сервисы, которые тоже мониторят. То есть элементарно, да, если происходит убийство, то что делают? Они смотрят, ну, полиция, да, они смотрят, какие такси были вызваны через час, через два после совершения преступления и за 2-3 часа до совершения преступления. Если происходит опять же убийство, то смотрят, какие люди покинули границу этой страны в этот день и на следующий день, да, то есть, возможно, как раз преступники, да, если их не удалось задержать сразу, они покинули территорию страны, и, соответственно, возможно, среди лиц, которые покинули страну, находятся эти преступники, да, исполнители. То есть есть множество способов, да, такой статистической проверки, включая как раз такие ханипоты, как AML-боты, да, такие средства проверки информации, да, которыми, возможно, пользовались преступники. То есть об этом тоже нужно помнить. Хочу еще привести пример шелкового пути, да, как безумно крутой хакер, не хакер, да, он преступник, он создал крупнейший маркетплейс наркотиков. Его не могли несколько лет поймать, и как его поймали, полиция подумала, да, ФБР подумала о том, что перед тем, как создать этот магазин, человек должен был подготовиться, то есть он должен был создать, где-то искать информацию о том, как создать магазин, используя биткоин, потому что на те годы биткоином толком никто не пользовался, он по сути ввел его в обиход, и нашли учетную запись на BitTalk, да, где человек спрашивал, у кого есть опыт создания маркетплейсов с оплатой в биткоин. То есть они вот такую связь нашли с этим человеком, потом стали, конечно же, проверять этого человека, и он оказался как раз тем человеком, да, который создал этот маркетплейс. Еще один пример, это, я не помню конкретно, какой это маркетплейс был, удалось установить именно владельца этого маркетплейса по трек-номеру почты. То есть человек очень любил делать подарки всем, да, своей команде, своим модераторам.
его уже настолько документировали, что ему подселили, да, я не знаю, как установил, что команда его состояла уже из сотрудников, да, то есть модераторы, саппорт, это уже были сотрудники, но все равно его не удавалось установить. Он очень параноил касательно всего, то есть невозможно было его установить. И он сделал подарок одному из модераторов и скинул трек-номер для отслеживания подарка. И сделали запрос на службу доставки, и оказалось, что этот трек-номер проверялся с LTE IP-адреса, с мобильного интернета, то есть, видимо, преступник пошел в туалет, да, захотел проверить, как едет посылка, получил он ее или нет, и оставил свой IP-адрес в случае отслеживания. То есть вот таким вот образом удалось тоже деанонимизировать. Это просто такие вот человеческие ошибки, на которых ловят. Итого, давайте резюмируем. Задача того, кто деанонимизирует, это деанонимизировать не конкретно вас сейчас, а деанонимизировать вас 3 года назад, 5 лет назад и так далее, и так далее. То есть, соответственно, задача человека, который хочет построить свою анонимность, свой обсек на высоком уровне, это не оставить ему возможность, шансов построить связь с вами 3 года назад. То есть вот такое вот резюме.